В этом видео я расскажу, как мы проверяем семена на всхожесть. Зачем проверять семена на схожесть? Посеяли семена, а они не взошли. Знакомая ситуация? Лучше всего понимание ответа на этот вопрос приходит на практике. Особенно при интенсивном земледелии, при больших посевных объемах. Например, при выращивании рассады. Когда теряешь сначала неделю труда на посев 150 тысяч семян, а всходит в 5 раз меньше. И потом мучаешься еще 2 месяца, а то и целый год до следующей весны. Кусаешь локти, осознавая колоссальные убытки. Ведь и поливать, и подкармливать, и пропалывать, и укрывать от заморозков, все эти и множество других работ приходится выполнять в том же самом объеме. Да актуально это, даже когда сеешь всего пару десятков семечек в ящик на подоконнике. В любом случае потери времени, сил, неоправдавшиеся ожидания и желания. Сожаление охватывает и от того, что заботливо покупаем или выращиваем семена задолго до посева, а они не всходят. И заменить их уже нечем, и так далее, и тому подобное. Так, и почему бы не проверить семена на всхожесть заранее? Вот мы прямо сейчас и проверим. Между прочим, этим же способом можно также быстро довести до проклевывания перед посевом семена привередливых культур, которые обычно всходят слишком долго, например, для перца или для баклажан. Итак, насыпаем в подходящую емкость тонкий слой свежей огородной земли. Почему нужна именно свежая земля, я объясню немного позже, чтобы не отвлекаться сейчас. Конечно же, если до огорода далеко, можно взять немного земли и из горшков с комнатными растениями. Затем кладем сверху смоченную водой и слегка отжатую ткань, чтобы нечаянными движениями и дуновением воздуха не смешать все семена в кучу. Смоченная ткань меньше ерзает, да и семена на ней держатся надежнее. Мы используем не синтетическую ткань, а, например, хлопчатобумажную или льняную. Далее рисуем схему, особенно если нужно проверить несколько видов семян. Пишем дату начала проверки, а также где и какие семена будут лежать. Указываем сорт и какого года семена. Схема нужна, чтобы через несколько дней не забыть и не запутаться, где и какие семена проросли. Затем поглядываем на порядок в схеме, отсчитываем по 20 семян каждого вида и укладываем их в этом же порядке рядами на мокрую ткань. Число семечек может быть и другим, не обязательно по 20, но чем их больше, тем точнее результат проверки на схожесть. Для удобства мы отсчитываем семена кончиком ножа на поверхности стола. Чтобы сбиваться меньше при счете, удобно отделять семена парами. 10 пар – это 20 семян. Потом аккуратно накрываем семена свободной половиной ткани, так, чтобы край слегка выступал за борт емкости, чтобы позже можно было время от времени заглядывать и проверять, прорастают семена или нет, без раскапывания. Дальше насыпаем сверху на ткань тонкий слой земли и наливаем воду. Столько, чтобы земля была достаточно влажной, но без луж. Если налили воды слишком много, не сливаем излишки сразу. Делаем это позднее, часов через 12 или даже через сутки, когда семена впитают нужный объем жидкости. Для сливания ставим емкость под наклоном в раковину, и лишняя вода постепенно стечет через край. Края ткани заворачиваем внутрь, иначе под емкостью через время получится лужа воды. После всего проделанного одеваем сверху полиэтиленовый пакет, не плотно, так, чтобы воздух мог заходить. Для прорастания семенам необходим кислород. И ставим емкость в теплое место. Насколько теплое? Ориентируйся по температуре прорастания семян. Для капусты это около 20 градусов Цельсия, для томатов от 20 до 25, для огурцов около 25, для перцев и баклажан от 20 до 30 градусов. Через пару дней начинаем приоткрывать и поглядывать на семена каждый день. Сколько ждать, чтобы семена проросли? Это зависит от культуры растений и от партии семян. Из нашего опыта обычно нужно от 3 дней до максимум пары недель. А когда семена начали прорастать, сколько дней ждать, чтобы проросли остальные? Если температура достаточная, семена прорастают довольно дружно в течение 1-3 дней, после того, как начнут проклевываться первые из них. Остальных же дожидаться уже нет смысла, поскольку на практике, даже если они рано или поздно все-таки взойдут, зашедшие раньше растения будут их затенять и не позволят нормально развиваться. После того, как семена проросли, открываем, смотрим схему, записываем дату и сколько семян каждого вида проросло. Как пользоваться этими цифрами? Например, мы планируем посеять семена баклажан на рассаду, по 50 штук на каждый метр ряда. Делаем простые расчеты. Если из 20 семян проросли всего 4, делим 20 на 4 и получаем 5. Умножаем 50 на 5. Итого получается 250 семян на 1 метр ряда. И теперь-то мы знаем, чтобы получить нормальные сходы и не кусать потом локти, нам нужно посеять семян баклажан в 5 раз больше, чем планировалось. А теперь, как и обещала, объясню, почему мы берем для проверки схожести именно свежую огородную землю.
Дело в том, что в такой земле есть множество необходимых веществ, включая вещества, стимулирующие прорастание семян. Мы провели сравнительный эксперимент, который наглядно показывает преимущество свежей земли перед старой. Сейчас мы покажем это на примере с баклажанами. В старой земле, которая в сухом виде пролежала в полиэтиленовом пакете от 2 до 4 лет, за 16 дней из 20 семян проросло всего 4 семечки. Значит, замачивали 2 марта, проверка 18 идет. Значит, одни 0% зашло, другие 3 из 20, 4 из 20, 0. Перец зашел 17 из 20. Но баклажанов скорость плохая, но вот эти посеять можно. Соответственно, вот с таким большим запасом. Получается, примерно раз в 5-6 их надо сыпать больше. Свежей же земле, взятой с огорода в день начала эксперимента, за 8 дней из 20 семян проросло 20 семечек. То есть в свежей земле взошло в 5 раз больше семян, чем в земле старой. Для справки, замачивание семян в водопроводной воде работает еще хуже, чем в старой земле. В нашем опыте есть случаи, когда семена баклажан и перца не проросли замачиванием в воде даже за месяц, а в свежей земле начали массово прорастать уже через 3-4 дня. Хотелось бы уточнить, что свежая земля актуальна не для всех семян. Например, редис, редька, горох, фасоль, да и помидоры исправно прорастают после замачивания в обычной воде. Кстати, для ленивых. Проверить семена на всхожесть можно и в горшке с комнатным цветком, но это не всегда удобно, ведь для семян нужна довольно высокая температура. И если емкость с землей можно без проблем поставить, например, на шкаф, где воздух более теплый, то цветку, привыкшему к прохладе у окна, на шкафу, где жарко и мало света, вряд ли понравится. Вот и все. С вами были Гордеевы.